Ты серьезно решил сделать видео про женщину, которая поет романтические песни про мужчин в обтягивающих майках и прочие прелести из сериалов для женщин 50+ телеканала «Домашний»? Да. Ну это же галимая попса, да и вообще это девчачьи песни, ты еще пойди волосы покрась, возьми маму за ручку, попроси ее купить себе куколок братца и набор косметики от Monster High. Hi, my name is Carly Rae Jepsen. Всем, кто в середине десятых отрицал рэп как концепт и слушал разную крутешную ракетскую альтернативу про разбитые сердца, вроде 3 Days Grace и Skillet, привет! А всем остальным тоже привет! Так вот, слушать рэп в моем детстве было идеологически нельзя. Пацаны во дворе реально не поймут. Только только монотонные треки без развития, с взрывными припевами. Но иногда все-таки хотелось послушать что-то не гитарное. И этим чем-то становилась попса. Под попсой мы, правда, понимали все, что не рок. И Давида Гетту, он же Гуэта, и Мартина Гаррикса, и Daft Punk, и всякую громко скрипящую сварочную музыку вроде Стива Аоки. Но это все, понимаете, по-прежнему музыка для пацанов, чтобы записывать крутые штрафные удары у импровизированных ворот во дворе. Дома в одиночестве душа тянулась к другому. Например, Call Me Maybe. Когда задумываешься о таких хитах, невольно начинаешь восхищаться тем, что они объединяют десятки, сотни и тысячи людей, которые одновременно слушают эти треки, находясь при этом в разных точках планеты. А ведь есть еще лайвы. Конечно, я не был на концертах Трэвиса Скоттов в Миланах, но когда вдруг появляется возможность бесплатно пойти на концерт в честь Дня молодежи, и Дао становится Трэвисом Скоттом, и Еду в ЦУМ становится Сика Модом, веду я к тому, что в мире не так много вещей, которые ощущаются лучше, чем кричать какой-нибудь поп-шлягер в толпе незнакомых людей, даже на каком-нибудь бесплатном городском мероприятии. Но зачастую такие поп-треки одноразовые, они быстро приедаются. Ты послушал их один раз, через год на шашлыках еще раз, и еще через год в тачке друга, на которой вы поехали на местный пляж. Поп-музыке, простите за очевидный тейк, не хватает наивности и искренности. В случае с Карли же ощущение того, что ее песни были написаны для стадионов и для многомиллионных стримингов, не возникает. И это странно, ведь на первый взгляд ее музыкальный путь мало чем отличается от карьеры любой другой поп-артистки. Сначала был ранимый тин-поп, затем беззубый, но при этом беспроигрышно милый фолк, который идеально подходит для беззаботных американских роуд-муви, а потом случился большой попсовый любовный хит с настойчивыми ударными и заедающим припевом. В этом описании нет буквально никаких отличительных черт. Так действительно можно сказать про половину поп-артисток. Но одну оговорку я все-таки должен сделать. Call Me Maybe нельзя называть пластиковым поп-хитом. И я так сказал. Да, песня незамысловатая, но с каждым прослушиванием ты замечаешь в ней все больше, и поэтому она не приедается, она не становится ненавистной. Впрочем, дело не столько в радужных струнах или коротких и фееричных звуках падения единорогов, которые проскакивают в каждом припеве, а в том, что в Call Me Maybe была непосредственность. На момент выхода Curiosity EP Карли не была звездой даже в масштабах Канады. У нее были локальные хиты, но они не делали ее звездой. Она даже не могла бросить свою работу официанткой. Клип на Call Me Maybe не глянцевый и совершенно не вычурно богатый. В нем есть ностальгически пленочная цветовая гамма, а то небольшое количество спецэффектов, что есть в клипе, сейчас выглядит по-милому нелепо и смешно. Это уютно камерная песня про вашу подругу, которая влюбилась в подкачанного красивого паренька, сделала все, чтобы понравиться ему, а в итоге поняла, что этого парня интересуют не такие нежные брюнетки, как она, а такие же слащавые парни, как он. Это карикатурно глупый и добрый трек, клип которого заканчивается легкой и умилительной печалькой, не свойственной пластиковой попсе.
Это именно что несерьезная, практически детская грусть, но ее легко можно переключить в абсолютно безвылазное уныние. Достаточно просто быть Дивоном Хендриксом. Тогда еще не Пегги уловил тонкость настроения этой песни. Когда люди слышат Call Me Maybe с Gospel Tape, они отмечают, что Девон гений, потому что смог переосмыслить безальтернативно веселую и беззаботную песню. Но, как мне кажется, здесь не нужно было ничего переосмысливать. Девон подметил двоякость и уязвимость концовки этой песни и сполна реализовал ее. Он увидел, что наклейка начала отклеиваться, а не оторвать ее уже было просто невозможно. Что за уязвимость, про которую я говорю? При виде объекта своего обожания ты активен, действенен и в конце концов жив. Но когда ты в очередной раз прощаешься с ним и оказываешься наедине с самим собой, тебе остается лишь лежать в остывшей ванной и насвистывать мелодию любимой любовной песни, мечтая о встрече с ним или с ней. Ладно, оставим Дивона наедине с его прекрасной грустью в его навечно холодной ванной и вернемся к Карле. Даже на первом, сейчас никому не нужном альбоме, у Карли была добрая самобытность и беспечность. Я уже называл Карли вашей подругой. Вряд ли кто-то из смотрящих это видео вырос в Америке, поэтому придется включать фантазию. Перенесемся в Штаты. Вы живете в стереотипном маленьком домике, а по соседству с вами в практически таком же доме живет странная девочка по имени Карли. Она ходит с вами в одну школу, она носит косички, брекеты, одевается в странную одежду, но при этом всегда улыбается и любит играть на гитаре. Именно в таком образе Карли предстает на своем первом альбоме. Внешне такие люди кажутся непримечательными, у них нет ненавистников, все относятся к ним с добротой, все улыбаются им при встрече. Но настоящих друзей у таких людей, и у Карли в частности, нет. Ей некому рассказывать о своих переживаниях, и поэтому она сочиняет незамысловатые песенки под свою старую и оклеенную наклейками гитару и исполняет их для самой себя и прохожих, сидя на крыше своего дома на фоне заходящего солнца. Это невероятно простая и не выдающаяся, но трогательная музыка. Хоть я и сказал про заход солнца, ассоциации песни с этой пластинки вызывают не вечерние и закатные, а утренние и ранневесенние. Это настроение прогулки по прохладной улице, когда смотришь, как с деревьев изредка медленно падают листочки, как сквозь оставшиеся листья просвечивают холодные молочные лучи солнца, и все становится как-то по-особенному чувствительно, под стать твоему ранимому влюбленному настроению. Далее идет Kiss, как раз таки концентрация такого ранимого влюбленного настроения. Розовая обложка, Карли в красной футболке, тающая надпись «Kiss», вытащенная прямиком с обертки какой-нибудь дорогой конфеты. Что за эмоции у вас вызывает это сочетание? Не стесняйтесь своих мыслей, а откройте своего внутреннего зверя. Вернее, свою внутреннюю женщину. Для меня это самый девчачий альбом. Это бимбокор в лучшем и самом хорошем понимании этого слова. Если бы анекдоты про глупых блондинок были музыкальной пластинкой, то это, вероятно, была бы Kiss от Карли. Музыка здесь опять преимущественно невыразительная. Это самый что ни на есть дженерик синт-поп со смешными предприпевами, которые отдают электронными YouTube-хитами от No Copyright Music. И эта обычнейшая в своем роде вещица работает как Винкс. Или любой другой похожий сериал для девочек. Сначала ты слушаешь пластинку и не понимаешь, почему люди восхищаются простыми и гламурными, как коробки от кукол Барби с синтами, типичнейшему волнообразному баску и проскакивающей миловидной гитаркой, а потом проникаешься эстетикой и втайне от знакомых начинаешь попивать каждому слову розовой принцессы Карли. Признаться честно, целиком этот альбом слушается довольно тяжело, но на нем есть моменты, которые заставляют меня визжать как Хельга Батаки при виде новых ботиночек Нэнси Спамони. И обеспечивает этот вау-эффект во многом тем, что Карли, как настоящий рэпер, может в написании хуков. Хуков настолько сентиментальных, прилипчивых и глупых, что до них бы не догадались даже сценаристы мелодрам для домохозяек. Одним из самых ярких примеров является трек «Драйв». И я очень удивлен, что на него нет клипа. Это невероятная песня в стиле «Живи здесь и сейчас».
Бабочки в животе выкручены здесь на максимум. Когда начинается припев, ты просто скачешь по комнате и представляешь, что ты наивная девушка в розовом платье, едущая на переднем сидении розового кабриолета по гористым и извилистым дорогам Америки. А вокруг тебя оранжевые, с розовыми от бледно-красного заката отблесками горы. За рулем сидит слегка смущенный гипертестостероновый красавчик. И ты, заметив его неловкость, прибавляешь громкость радио до максимума и начинаешь кричать. Последняя «Love» произносится с особым усердием, чтобы оставшиеся позади люди точно обернулись и, возможно, искренне улыбнулись твоему мимолетному счастью, пока ты несешься навстречу новым, еще более ярким и незабываемым впечатлениям. Ностальгический саксофон, открывающий альбом, должен перенести вас в светлое будущее. Но после того, как вы выезжаете из туннеля, в который вы заехали в конце драйв, вы оказываетесь где-то в конце нулевых, когда прелести современной жизни только зарождались, и все вокруг было примитивным, неловким и одновременно искренним. Проведу простую и одновременно неочевидную аналогию, которая пришла мне в голову довольно спонтанно. Мне очень хочется сравнить Карли Рэй Джепсон и Карли из iCarly. Один из главных сериалов Nickelodeon завершился в ноябре 2012, а альбом нашей героини увидел свет летом 2015 года. То есть альбом Карли и завершение сериала, который определял стиль жизни и внешний вид подростков по всему миру, разделило всего 3 года. Казалось бы, прошло всего ничего, о какой ностальгии может идти речь? Дело тут, собственно, и не в ностальгии. Просто Карли, выросшая в 90-х и в сознательном возрасте заставшая нулевые, как бы создала себе вторую, беззаботную юность. Нельзя сказать, что Карли на этом альбоме собирает образ беззаботной девочки-подростка из конца нулевых, начала десятых. На это намекают только обложка, где наша героиня сидит в милом и дурашливом свитере, и клип на Run Away With Me. Это совершенно недорогое видео с обилием спонтанных кадров, теплых пленочных или косящих под пленочные вставок и повседневно добрых моментов. И, кстати, одета здесь Карли, как мне кажется, тоже немного не по времени. Джинсовка без рукавов и причудливая клетчатая кофточка так или иначе отсылают нас к концу нулевых. Вряд ли такой наряд был выбран намеренно, но ведь это не так важно. Главное, что когда ты смотришь клип, возникает ощущение, что ты листаешь фотоальбом близкой подруги за кружкой чая, и тебе становится тепло на душе. Все песни здесь, понятное дело, примитивного любовного содержания. Здесь нечего искать в текстах, но по впечатлениям и по звучанию альбом точно концептуален. Не просто так он называется Emotions. Он напичкан разными попсовыми клише так, что он начинает походить на домашнюю бабушкинскую пиццу. Вроде пицца — это что-то элегантное и ресторанное, но бабушка превращает ее во вкусный и нажористый пирог, который не имеет ничего общего с итальянской кухней, но по итогу получается даже лучше, чем в самых дорогих заведениях вашего города. На Your Type зубодробительный темп, как будто по подиуму идет шикарная женщина на высоких каблуках. Он создается благодаря взрывной мелодии и практически вапорвейвным ударкам, которые звучат как выстрелы из бластера в бейсбольную биту. Примерно то же самое можно сказать и про All That. Луп в целом звучит пляжно-интернетно и вапорвейвно. Почти как треки Cat System Corp с альбома Hiraeth. Boy Problems — это просто глупенькая песня, чтобы сполна ощутить себя женщиной. Hey от Карли на When I Needed You звучат как выкрики Аврил Лавин на Girlfriend прямиком из 2007 года. Ну а лично мой фаворит — это танцевальный бонус-трек I Didn't Just Come Here to Dance. Песня из разряда «ща-ща-ща что-то будет». Все начинается с примитивной, но от этого не менее притягательной радиомелодии. К ней подключаются едва слышимые внеземные синтезаторы, ближе к дропу появляются космическая пианинка и типично разрывные попсовые клэпы. Ну и все это, конечно, подкрепляется нежным голосом сумасшедшей Карли. Нашу героиню точно не назовешь поп-дивой с оперным и стадионным вокалом. Она звучит как обычная девушка, которая пришла в гости к друзьям, чтобы хорошенько прокричаться в домашней караоке
и бездумно попрыгать на кровати, бросая подушки из стороны в сторону. Возможно, в порыве эмоций она разобьет друзьям вазу, но не нужно осуждать женщину за то, что она любит петь, и в принципе за то, что она любит. Emotions в каком-то смысле ощущался как мультяшный альбом, главная героиня которого скачет с облака на облако, с радуги на радугу и поет песни для окружающих ее единорогов. Вышедший в 2016-м Emotion Side B, как по мне, оказался просто более приземленным. Вторая часть пластинки походит на музыку для активного и бездумного вечернего отдыха в курортных кафешках. А вот релиз, который вышел еще спустя 3 года, в целом имеет мало чего общего с практически детской радужностью и эмоциональностью Emotions. Dedicated, в отличие от Emotions, вообще не кажется ярким воспоминанием из прошлого, мечтой или сном молодой девушки, где она может чувствовать себя максимально искренней и оттого немного глуповатой. Карли записывала Emotions, когда ей было под 30 лет, а Dedicated создавался, когда ей уже пошел четвертый десяток. На Emotions она пережила вторую молодость. К началу Dedicated же сладкий сон закончился, и Карли окончательно проснулась в теле уже далеко не юной девушки. Примечательно, что начинается альбом со строчки Dedicated — это очень эстетичная строгость и красота. По обложке пластинки, по ее звучанию сразу же понимаешь, что альбом записывался не девочкой, но женщиной. Здесь нет ничего броского и вызывающего. Альбом далеко не так насыщен, как Emotions. Его звучание минималистично, но оно от этого не становится неполноценным. Приятные гитарки, мягкий подушечный бас, барабаны, напоминающие удары поварешкой о детскую игрушечную кастрюлю, и хрупкий вокал Карли создают теплую домашнюю атмосферу. Включая альбом, ты попадаешь в дом той самой милой и странной соседки. Только эта соседка уже повзрослела. И у нее дома ты ощущаешь максимальный уют. Я уже говорил про минималистичное звучание альбома. И этим я как бы готовил вас к сравнению звучания пластинки с минималистичным ремонтом. В альбоме нет ничего лишнего, все стоит на своих местах, и чувствуется дух обжитости, как будто в этом альбоме живут люди, и счастливы это делают. Ты хорошо провел время в гостях, но все хорошее когда-то подходит к концу. И настало время возвращаться к себе домой. Когда ты выходишь из дома соседки, она оказывается в одиночестве, и ей остается лишь дожидаться своего возлюбленного. Приглаженный регетоновый Too Much, соблазнительно растекающийся Automatically in Love, маниакально жизнерадостный Feels Right и устало отчаянный Right Words Wrong Time так и отдают энергией томительного ожидания приближающейся встречи. Но вдруг возлюбленный Карли сообщает ей, что он задержится на работе. Нашей героине не остается ничего другого, кроме как снять с себя парадную одежду, переодеться в домашнее и прилечь на кровать, чтобы устроить себе Party for One. На пластинке этот трек занимает последнее 15 место. Но вообще это был первый сингл с альбома. И эту песню, грубо говоря, можно назвать «Брат до брат». Естественно, не по звучанию, а скорее по идее наполненности. Чарли напомнила нам, что не нужно стесняться самих себя. Не нужно сковывать своего внутреннего противного ребенка, которому нравится все самое яркое и несочетаемое. Карли же в свое время показала слушателям, что не нужно бояться самих себя. Можно прекрасно проводить время наедине с собой и превращать кажущееся пугающим одиночество в приятный комфорт. Синглом трек вышел осенью 2018-го. Альбом же увидел свет в мае 2019-го. То есть всего за полгода до появления первых новостей о коронавирусе. Выйдя пластинка на 6 месяцев позже, она бы вполне могла стать гимном эпохи локдауна. Но все вышло так, как вышло. Есть жанр bedroom pop, и музыка Карли имеет мало чего общего с ним. Но ее творчество, стоит признать, с каждым годом становится все бедрумовее и бедрумовее, все камернее и камернее. В конце Dedicated Карли замыкается в своей комнате, пространство дома сжимается до максимума, чуть ли не до кровати,
И вот этот маленький кроватный островок, в котором все мы хотим остаться ранним утром, и является миром альбома The Loneliest Time. Если Party for One оказался несостоявшимся гимном весны 2020-го, то The Loneliest Time стал вполне себе осознанным и полноценным саундтреком рефлексии для карантинных времен, которые по прошествии нескольких лет кажутся не такими уж грустными и безысходными. Хотелось бы мне сказать, что танцевальная поп-музыка еще никогда не была такой нежной, но привычной для Карли трогательности на этом альбоме не очень уж много. Да и музыка здесь в рамках закосов под диско вполне себе обычная. Тут есть несколько прямо-таки раздражающих песен с какими-то смешными фишками, вроде чередования женского и мужского вокала. Звучит это все немного колхозно, но в этой колхозности есть какая-то добрая праздничность, как в рождественской песне из Спанч Боба. Новогодние песни в целом часто звучат довольно всрато, но мы любим их за душевную и глупую неловкость. И этот альбом во многом тоже держится исключительно на ламповой эстетике интровертизма. Взгляните на некоторые снимки с фотосессии The Loneliest Time. Карли замыкает себя в рамке, окутывается в цветочный венок или же просто оказывается в окружении мертвой природы. Это что-то очень камерное, будто бы весь альбом это просто фантазии Карли или ее воспоминания из мистического мира, куда можно попасть с 3:30 до 3:33. Под Surrender My Heart хочется открывать занавески и смотреть за тем, как из-под заросших в отсутствии человека деревьев поднимается солнце. А Western Wind, светло-меланхоличный и лучший трек на альбоме, ощущается как тот самый день, когда вы впервые вышли на улицу после карантина и ощутили приятное течение теплого ветра по коже. В свободные и беззаботные времена вы не придавали значения таким мелочам, но после нескольких месяцев на карантине вы почувствовали, насколько может быть приятно, когда тебя обдувает мягкая ветреная нежность, а не горячие пары из микроволновки, которую вы замучили своими горячими бутербродами. Согласны? Узнали? Да и в целом на этом релизе есть несколько других песен, романтизирующих единение с природой. Вроде древесно-инструментального Джошуа 3, в котором Карли как бы запускает аффирмации на то, чтобы оказаться в теньке и смотреть на лазурное небо, или простенький солнечный Бенз, который я не очень понимаю. И такую ярко выраженную мечтательную природность альбома в целом можно понять. Ведь когда ты находишься в заперти в своей комнате, природа представляется тебе чем-то недосягаемым и прекрасным. Тебе хочется думать о ней, рисовать ее, возможно, посвящать ей песни и стихи. А вот чего понять нельзя, так это треков вроде Anxious. Наверное, я просто недостаточно женщина, чтобы не кринжевать со строчек про то, как Карли зовет паренька в спальню со всеми вытекающими. Как я уже сегодня говорил, не будем осуждать женщину за то, что она любит. А лучше похвалим ее за то, что спустя всего 1 год после выхода первой части пластинки она выпустила так называемый Side B, который во многом оказался целостнее основной части. На The Loveliest Time Карли еще больше упарывается в 80-е и создает мини-Сан-Франциско город в стиле диско. Это наиприятнейший релиз, который по-хорошему отдает радиохитами. Теми самыми радиохитами, которые играли в машинах наших родителей, когда они ранним зимним утром отвозили нас в школу. Особенно это касается трека «Камикадзе» с его синтами и вокалом в лучших традициях хитов ретро-FM, вроде «I'll Never Be Мария Магдалина». Коллаж отдает теплотой и мягко-нежной зефирностью Шаде. А Psychedelic Switch — это буквально Daft Punk Discovery у нас дома. Причем у нас дома нужно воспринимать буквально и как комплимент. Весь The Loveliest Time — это буквально танцы у домашнего караоке с диско-шаром из Фикс Прайса на фоне. Сначала ты в трансе летаешь в каком-то карикатурном космосе со смешными человечками-пришельцами, а потом, когда начинается припев, ты возвращаешься в свой маленький мирок, где тебя ждет Карли, которая медитирует на твоих губах. И вроде бы это очень глупая строчка, но она вырезается в память. Она погружает тебя в то влюбленное состояние, в котором и только в котором и можно произнести подобные фразы. За более чем 10 лет звездной карьеры Карли благодаря подобным фразочкам удалось создать отдельную розовую вселенную, сравнимую с миром горячего молока, зефирок и тающего шоколада, из какого-нибудь Шаркбоя и Лавы. Про хитовые поп-релизы любят говорить, что они выверенные. В них обычно слышится woman power, как у Бейонсе или Леди Гаги.
какая-то фундаментальная мощь сильных и независимых женщин, которым нужно носить футболки с надписью Big Dick Club. Но про альбомы Карли так говорить не хочется. У Карли тоже есть женская энергия, только она другая. Обнимающая, глупая, подушечно согревающая. Ее альбомы — это камерно-уютные работы. Если другие поп-артистки часто кричат, что они женщины с большой буквы, и вообще они сильные и независимые, то Карли принимает свою слабость, субтильность и ранимость, и с не меньшей гордостью заявляет об этом. Если они — это безжалостные древнегреческие богини, то Карли — это добрый и светлый дух. Если их музыка — это пафосное и торжественное застолье в ресторане, то музыка Карли — это милые посиделки за семейным застольем с салатиками, нарезками и компотиками. Кажется, настало время чокаться. Что ж, выпьем за любовь. К моменту выхода ролика самая теплая и солнечная осень уже ушла. Уже давно холодеет, рано темнеет, хочется пить чай и лежать под пледом и смотреть на падающие листья. Но заниматься этим времени ни у кого, понятное дело, нет. Да и листья за окном особо не летают. Поэтому слушайте Карли. Она может подарить вам этот во многом фантастичный и домашний уют. А также посмотрите видео Ода про Кера Кера Бонита. На нем неприлично мало просмотров. Мне кажется, такие группы, где есть парочка слащавых пареньков и милая девушка на вокале, отлично передают ощущение домашнего уюта. Да и сам Ода довольно комфортно и приятно повествует. Это не реклама. Я просто хочу, чтобы вы слушали добрую музыку и смотрели не менее добрые видео. Ну а на этом сегодня все. Ставьте классы, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики. И, как говорили самые великие ютуберы, всем удачи, всем пока.